Добрый день, дорогие подписчики и гости канала. Сегодня с вами я, один из авторов телеграм-канала генерал СВР, генерал-лейтенант службы внешней разведки, тот человек, которого вы знаете как Виктор Михайлович. Сегодня у нас 14 февраля, выпуск промежуточный, вторник. 14 февраля – это День Святого Валентина. Я думаю, что на сегодняшний день совсем немногие в России, в Украине, да и в других странах бывшего Советского Союза празднуют этот праздник. Хотя хочу вам напомнить, что в нулевых годах этот праздник праздновали чуть ли не половина наших уважаемых соотечественников. Э, Поэтому, поэтому всем, кто этот праздник празднует, любви, счастья и всего самого доброго. Так, теперь перейдем к тем событиям, которые, которые нас сегодня, которые нас сегодня порадовали, ну, либо опечалили. Будем стараться особо вас не печалить, уважаемые зрители и слушатели. Будем стараться рассматривать события, которые произошли в позитивном ключе, потому что плохих новостей хватает, хороших, не, хороших, честно говоря, меньше, но постараемся все рассмотреть в позитивном ключе. Итак, да, самое главное, многие задают вопросы. Я напомню, что на вопросы я отвечу в пятницу на ваши, а свои вопросы вы сможете оставить под нашим завтрашним, в комментариях под нашим завтрашним видео. А так многие задают вопросы, когда же, наконец, большое наступление российских войск будет, когда. Я вам сообщаю, большое наступление уже идет. Да, оно идет не столь масштабно, как это ожидалось. Скажу больше, Путин постоянно напрягает Герасимова, напрягает в плане большей активации боевых действий, но Герасимов все спускает и на самотек, даже не на самотек передает генералам, генералы на местах принимают неверные решения, по мнению Путина, и Путин продолжает ругать Герасимова. Ругать его продолжает, на чем свет стоит. С другой стороны, Герасимов отстаивает свою точку зрения, говорит, что людям на местах виднее, и говорит, что полностью доверяет тем генералам, которые принимают те или иные решения. Именно так выглядит большое наступление. Если кто не заметил, то... Если, я думаю, что вы помните, да, в «Трое лодки, не считая собаки», насчет комических куплетов. Так вот, это именно и есть комические куплеты, то есть большое наступление, если кто не понял. Да, это, конечно, не выглядит так эпически, как преподносилось изначально, но не исключено, что подключатся и большие силы, и перейдет все в плоскость жесткой конфронтации. На сегодняшний день этого, честно говоря, не видно. Да, людям на местах, которые воюют, так не кажется. Я понимаю, что любая конфронтация на любом участке фронта, это, конечно, большое напряжение для тех людей, которые находятся там, причем по обе стороны. Российские войска несут колоссальные потери, просто колоссальные. А Путин упрекает Валерия Герасимова, что во время большого наступления он думал, что потери будут гораздо больше. Ну и результаты будут гораздо лучше. По крайней мере, на этом настаивает Путин. И абсолютно не считается с людскими потерями. Более того, я так понимаю, что Путин заинтересован в больших людских потерях для того, чтобы сделать эту войну по-настоящему народной. То, что готовится к посланию президента к Федеральному собранию, я имею в виду та речь, которая готовится, здесь есть несколько вариантов. Тот вариант, который передан референтам, которые помогают и дополняют, помогают Путину, дополняют его речь определенными моментами, там, цитатами, подводят нужные аналогии и помогают в грамотном составлении подобной речи. Так вот, это не единственный вариант. Есть и другие варианты. Есть другие варианты, которые Путин готовит лично. В любом случае, заканчивать подготовку к Федеральному собранию своей речи будет Путин сам лично, уже без референтов. И никто, еще раз подчеркиваю, никто буквально за 2 часа до
начала выступления Путина, не будет знать доподлинно, что Путин будет говорить. Это вполне в правилах президента России, вполне в его реноме, и от своих привычек он отказываться не будет. Так, давайте перейдем дальше. Дальше бывший помощник Кадырова считается основным кандидатом на должность первого замглавы МЧС, сообщают источники РБК. Некто Мартынов будет первым замглавы МЧС. Это очень интересно. Укрепляется власть Кадырова в России. Я уже говорил многократно, Россия уже выплатила всю дань Чечне, я так полагаю, это колоссальные суммы, которые были уплачены за последние годы, и уступки Кадырову по поводу передачи таких лакомых постов, я думаю, что это уже ни к чему, пора отпускать на волю это славное государство, и я думаю, что они заслужили, и пора уже в большой путь, в большую дорогу к свободной жизни, и России в первую очередь. Так, далее, следующая новость. Путин пообещал, что он будет встречаться с крупным бизнесом. Зачем эта встреча, я уверен, что поняли все наши уважаемые зрители и слушатели без всякого разжевывания. Я в этом уверен на 100%. Конечно, бюджет редеет, деньги нужны. И встреча с бизнесом, конечно, Путину необходима для того, чтобы, как он сам выражается, подоить. Дальше он говорит нехорошее слово на букву П, вернее, которое обозначают нецензурное выражение нетрадиционных людей нетрадиционной сексуальной ориентации. Так вот, мы должны подоить этих людей, в смысле крупный бизнес, и причем обзывает его достаточно грубо, и рассчитывает на то, что крупный бизнес выделит достаточно значимые суммы. Сам Путин называет сумму более 1 триллиона рублей, который он собирается выдаить, что называется, с крупного бизнеса. Я понимаю, что с точки зрения обывателя, с точки зрения обычного гражданина России, здесь Путин вполне возможно выглядит даже как Робин Гуд. Но я вам хочу сказать, что последнее, что осталось в России, что еще не выдаили, это крупный бизнес. Крупный бизнес – это один из самых больших налогоплательщиков в России. Я хочу, чтобы вы поняли, что то, что будет экспроприировано, давайте говорить прямо, у крупного бизнеса, те суммы, эти суммы достаточно серьезно повлияют на и так большие проблемы у крупного бизнеса. И то, что развитие не будет, это однозначно, но развитие не будет и по другим причинам, но и больших налоговых отчислений в будущем ожидать, в том числе и благодаря, в кавычках, напряжению президента по этому поводу, также не стоит. Президент убивает крупный бизнес, убивает любые попытки экономического роста и возможности выжить в экономической России. В России, вы уж меня извините, так как есть. Так, ну и еще одна новость довольно интересная. В МИДе Польши уволены все бывшие выпускники МГИМО. Ну, я уверен, вы, наши уважаемые зрители и слушатели, понимаете, почему так происходит. Конечно, борются с агентами российских спецслужб. Есть мнение, что практически всех без исключения в МГИМО вербуют. Это, конечно, не так, далеко не так. Но да, когда человек обжегся на воде, он уже дует на молоко. Ну, либо наоборот. Поэтому, конечно, понять польские власти можно. В нынешней ситуации агрессии России против Украины, а Польша воспринимает очень остро подобную агрессию, у Польши еще болят те раны середины прошлого века, я имею в виду 1939 год, 1939. Конечно, это болезненный этап был для Польши, и сейчас
сейчас очень переживают в Польше по поводу нынешних событий и искренне, еще раз подчеркиваю, искренне помогают Украине, чем могут. Приняли в Польше около 1,5 миллиона беженцев. Это довольно много, довольно много. Польша не очень большая страна. И там, если я не ошибаюсь, что-то около 30 миллионов населения, для 30 миллионов принять 1,5 миллиона, ну, это довольно значимо. Я уверен, что вы понимаете. Э, Значимое количество. При том, что из Украины э, и в прежние годы в Польшу выезжало довольно много людей на заработки, то на сегодняшний день украинская диаспора в Польше, конечно, очень большая. Это вызывает, с одной стороны, недовольство у поляков. Ну, опять-таки можно понять. С другой стороны, поляки все-таки больше настроены. Тот негатив, который поляки питают по отношению к российскому руководству, который да, переносится в целом на граждан России, на Россию, конечно, перевешивает. И тот негатив, который у них возникает по отношению к украинцам, которые в достаточно большом количестве приехали в их страну. Поэтому, когда Польша выгоняет из своего МИДа всех бывших выпускников МГИМО, мы к этому относимся с пониманием и особо сильно на Польшу не гневаемся. Так, мы уже более 11 минут в эфире. Большое спасибо, что были со мной. Я уверен, что вам интересны наши выпуски, так как по количеству просмотров вроде бы все неплохо. Если вы действительно нас поддерживаете, вам все нравится, поставьте, пожалуйста, лайк. Напишите комментарий из 5 слов, как минимум, к этому видео. Вы очень нам поможете в продвижении наших материалов. Обратите внимание, как только большое количество лайков и большое количество комментариев, сразу же возрастают просмотры. Если вы смотрели, я опять-таки напоминаю вам, наши уважаемые зрители и слушатели, которые нас смотрят на территории Республики Беларусь и России, пожалуйста, смотрите нас с включенным VPN. Я понимаю, что VPN чем дальше, тем больше запрещают, но все-таки еще достаточно много ресурсов VPN, которые доступны, в том числе и бесплатных. Смотрите через VPN, и вы таким образом поддержите нас, за что вам огромное спасибо. Те, кто хочет получить конкретный ответ на свой вопрос, пожалуйста, подписывайтесь на наш Patreon, а также подписывайтесь на спонсирование нашего канала. Мы вас любим, это искренне. Всего доброго, до свидания.